Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла возле самой воды, между густыми кустами молодого ивника. Чудное местечко. Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас только рыбы да пауки плавной молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. «Я рад, что мы, наконец, одни», — начал Лапкин, оглядываясь. «Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет, я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большая клюет. Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Подождите дергать, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность? Нет, этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Тащите! Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. Боже мой, окунь! Ага, скорей! Сорвался. Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и бултых в воду. В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам. Та дернула, но уже поздно. Уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятва, уверение, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливый обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. «А, вы целуетесь», — сказал он. «Хорошо же, я скажу мамаше». «Надеюсь, что вы, как честный человек», — забормотал Лапкин краснея, «подсматривать подло, пересказывать низко, гнусно и мерзко. Надеюсь, что вы, как честный и благородный человек...» «Дайте рубль, тогда не скажу», — сказал благородный человек. «А то скажу». Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он ни на минуту не оставлял их одних. «Подлец!» — скрежетал зубами Лапкин. «Как малый, какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?» Весь июнь
Коля не давал житья бедно влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И ему все было мало. И в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил Лапкина: «Сказать, а?» Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил слово мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их: «Миленькие, славненькие, голубчики, не буду, ай-ай, простите». И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.